Приветствую! В первом ролике этого плейлиста я поделюсь актуальной информацией по нетворкингу или налаживанию связей на постсоветском пространстве. Дисклеймер. Я не обучаю нетворкингу, а лишь делюсь своим опытом. Развивайся и вкладывайся. Центральным понятием в нетворкинге является ценность человека для других людей или социальная польза. Помни, чем больше ты умеешь и знаешь, тем выше твоя социальная ценность и больший интерес ты можешь представлять для общества. Здесь хочу внести важное пояснение. Ошибочно, на мой взгляд, считать любые вложения ресурсов полезными для повышения своей социальной ценности. Умение плевать на 20 метров или строить карточные домики, возможно, и делают конкретно тебя, мой друг, счастливым. Но другим людям эти навыки могут быть неинтересны. Я сильно утрирую, но пойми, что есть некий усредненный набор навыков и качеств, которые высоко оцениваются в определенном сообществе. Твоя задача — выбрать и развить самые интересные и перспективные из них. В частности, это могут быть навыки решения проблем, жестких переговоров, налаживания связей, ремонта и так далее. Если ты жаждешь успеха, ты должен хоть немного изучить свое общество и то, что в нем высоко ценится. Социальные отношения, приятно нам это или нет, подчинены законам экономики, не в прямом, а переносном смысле. Чем выше наша ценность или польза, тем больше к нам интерес. Свою пользу можно предложить, а затем обменять на пользу другого человека. Так заключаются своего рода сделки и налаживаются связи. Желание помочь. Лучшая аналогия с нетворкингом – это инвестиция. Возможно, какие-то связи в будущем принесут вам доход в виде помощи, совета или решенной проблемы. Как и в инвестициях, есть риск зря потратить свои ресурсы. Вы должны помнить об этом. Важная рекомендация. В начале вашего контакта с полезным человеком будьте готовы на несколько искренних шагов в его сторону. Например, безвозмездную помощь. Если ваш новый знакомый не будет отвечать тем же, значит он не заинтересован в вашем обществе и просто хочет использовать вас. Такой контакт явно будет лишним. В любом новом коллективе советую идти навстречу просьбу, но об этом в отдельном видео. Особенности постсоветских реалий. В отличие от западных сообществ, постсоветские имеют ряд отличительных черт. У нас меньше развита общественная дисциплина, больше иррационального и женственного. Люди более эмоциональны, но внешне закрыты, недоверчивы и настороженны. Люди боятся контактировать с незнакомцами, мнительны и замкнуты. Также в целом люди меньше придерживаются каких-то правил. Вывод такой. Коммуникация в наших странах более неформальная, даже в рамках делового общения, и тем более в личном. Нет четких строгих правил и инструкций, которые, как законы Ньютона, будут работать всегда и везде. В нетворкинге на постсоветском пространстве всегда есть место иррациональности и хаосу, а также меньшему количеству формальностей. Помни, скопированные правила от западных гуру нетворкинга не будут эффективно работать в наших реалиях. Эффективные методы ты должен находить сам, учитывая культурную и региональную специфику. Самопрезентация. Важно понимать, что в России, других бывших союзных республиках ценят такие качества, как верность слову, надежность, принципиальность, ответственность, смекалка, умение ориентироваться в меняющейся обстановке. Сам факт наличия полезных связей поднимает вашу социальную ценность на голову выше рядового гражданина. Когда вы идете в место, где могут заводить новые знакомства, постарайтесь достойно выглядеть, но без лишнего пафоса. Часто бывало, как очень успешные и статусные люди приходили на телепередачи в домашней одежде и чуть ли не в пляжных тапочках. Например, известный Сергей Мавроди, основатель финансовой пирамиды МММ в России 90-х годов. Зачастую мужчины пренебрегают элементарным дресс-кодом, одеваются безвкусно или вовсе не следят за личной гигиеной. Во времена работы инженером технической поддержки в университете я замечал, что некоторые профессора и студенты не стригли ногтей на руках, одевались неряшливо и долго ходили в одной одежде.
Поймите, я говорю лишь о простых базовых правилах. Вам не нужно становиться модником и одеваться в дорогую брендовую одежду. Просто заведите привычку всегда носить свежую одежду единого стиля под статус мероприятия и следить за личной гигиеной. В интернете масса полезных ресурсов по этой теме. Просто займитесь своим внешним видом. Лучшим решением при наличии денег я бы назвал консультацию и подбор гардероба со стилистом. Изучи опыт старших. В любом деле нужно ориентироваться на профессионалов. Настоящими экспертами в деле построения полезных связей вполне могут быть наши родители, бабушки и дедушки. Раньше, во времена их молодости, полезные связи значили как бы не больше, чем деньги, потому что именно связи позволяли решить множество проблем. Важные выводы, которые я сделал по своему окружению. Первое. Помни о своих связях. Главный подарок любому человеку – это искреннее внимание к нему. Второе. Живое общение – лучший инструмент для поддержания связи. Одна полезная встреча может стоить месяца общения онлайн. Третье. Не старайся показаться слишком учтивым, правильным и хорошим. Если тебя забыли или обидели, возможно, человек недостоин быть в твоем обществе. Управление связями. Основной проблемой в нетворкинге является не только создание, но и управление сетью контактов. Здесь могу посоветовать современные цифровые инструменты, например, Google Документы. Ведите дневник нетворкинга в табличном или текстовом виде. Поставьте напоминания в Google или любой другой цифровой календарь о памятных датах. Обязательно поставьте напоминания о намеченных делах с конкретными людьми. Это сможет гарантировать вам запоминание обещаний и запланированных активностей. Важно раз в несколько месяцев делать чистку контактов, анализировать, какие остаются полезными, а какие нет. Также опасно погрязнуть в постоянном поддержании контактов. Совет. В нетворкинге не всегда все нужно делать по правилам. Например, можно создавать дефицит своего внимания для партнера и выходить на связь, когда это будет нужно. Завершить ролик хочу советом. Умей говорить людям «нет» и завершить общение. Помни, нетворкинг может связать тебя с опасными людьми. Будь внимателен и осторожен. На этом все. С вами был Развиватор. И помните, в темные времена решает светлая голова.